я тоже хотел бы жить в халифате по законам шариата, но где найти такую страну? И это, конечно же, здесь. Мне тоже тяжело жить в этом больном обществе. Но у нас нет другой родины, а любовь к родине это от Аллаха. И не надо быть судьей всем, надо видеть в людях и кругом и хорошее, и плохое. Ты вырос в нашем доме и, наверное, помнишь многое, ведь не можешь ты сказать, что я плохо выполнял свою обязанность перед семьей. Воспитывал подлыми, жестокими, непорядочными, требовал разрывать родственные отношения, кормил харамным риском, не было этого. И ты тоже вырос таким искренним, порядочным человеком, с иманом, с авторитетом, потому что мы старались жить по исламу. И побил тебя я всего раз, когда маленьким Салманом начал курить. Отвел тебя в спортзал к Тимуру 4 года. Каждый день водил и приводил. Затем первый раз на соревновании в Баташюрте я понес тебя на руках 5-летнего. Оплачивал твои поездки, хотя тогда у нас каждый рубль был на счету, мы строились. Лечил тебя, когда ломал руки, ноги, аппендикс. Я хотел, чтобы ты учился, получил хорошую профессию, но ты не захотел быть образованным человеком. А ведь перо алима ценнее меча мужаида, а чернила алима ценнее крови мужаида. Затем я ездил в Питер в Академию МЧС, но мне не понравилась обстановка, где есть наркотики, ночные клубы, девочки и другие злачные вещи. И не стал настаивать. Я предложил тебе университет на 2-3 курсы, получил бы образование, стал бы адвокатом, помогал бы людям, близким, семье. Ведь помощь людям и поиск знаний поистине соответствует Корану и Сунне и является путем Аллаха. Затем ты создал семью, и я радовался твоему ребенку, но ты стал отдаляться от меня, родственников, друзей, у тебя появились новые друзья. То есть ты начал слушаться Халида Ясина и его теории «Отчуждайся». Искусство зомбирования молодых ребят доведено до совершенства, и мои попытки разбудить тебя привели к тому, что ты обвинил меня во всех смертных грехах, которых я не совершил. От обиды я тоже стал отдаляться от тебя, что было моей большой ошибкой. Я сожалею, что я так поступил. Но я решил, раз доводы мои не воспринимаются, лучше замолчать. Ведь есть хадис, где сказано, что кто первым прекратит спор, даже будучи правым, он выше перед Аллахом, и ему будет награда за это. Я надеялся, что ответственность за семью удержит тебя от рокового шага в заблуждении. За неделю до твоего ухода я понял, что это случится, и от беспомощности я заболел. И когда ты пришел ко мне с требованием выйти из Даратата, у меня даже не было сил с тобой разговаривать. Температура под 40 градусов, и я все равно прочитал эту книгу Салиха. Самая обычная вахабистская макулатура для зомбирования. Я попросил тебя прочитать главу про хиджру. Там пишется, что хиджра – это переселение из неислама в ислам. Как будто пророк, саллаллаху алейхи вассалам, был в Мекке вне ислама. На самом деле хиджра пророка, саллаллаху алейхи вассалам, это переселение из опасности, так как мушрики курайшиты решили их убить, безопасность, так как ансары обязались их защищать. А теперь сравни свой хидж из безопасности дома в опасность там, где ты находишься. Да и сам становишься опасным для людей. Ты говоришь, что мусульман унижают. Ты дожил до 24 лет дома, я до 50 лет. Нас много унижали. Если человек ни в чем не виноват, его никто не унизит. И алхамдулиллах, наших сестер, матерей, жен, братьев никто не унижал и не насиловал. А все, что происходит, результат смуты, как и было в нашем селе в 20 году прошлого века. И от чего предостерегал с аргументами наш дед Мухаммад Бади. Своей смутой мы даем повод разным силовым структурам находиться здесь, усиливая зульму друг другу. Самое разумное из этой ситуации – выйти из смуты. Иначе можно потерять этот дуня и в ахирате оказаться в убытке. Быть марионеткой в чужих руках – это не джихад. К сожалению, в мировой геополитике Кавказ оказался ареной и жертвой. Начались войны, и какой-то умелый режиссер разделяет, стравливает и властвует. Это не новое, это закон колониальной политики. И вот уже НАТО у границ России и Дагестана. Эти так называемые развитые страны, эти внуки работорговцев, рабов тоже они возили с исламской Африки. Давно этим занимаются.
Так они руками самих мусульман разрушили халифат. Страны халифата превратили в колонии. И плюют они на мнение мусульман по сей день. И в этом виноваты мы сами. Потому что мы большую часть насилия мусульмане совершают сами к себе. И это продолжается 1400 лет. Даже во времена крестовых походов мусульмане, разделившись, воевали друг с другом. Убивали халифу. Сеяли смуту, и это докатилось до нас именно тогда, когда открылись границы страны. Шииты и хураджиты, такфириты и ассасины, и всякие шпионы, все под личиной ислама и не ислама проникли к нам и пытаются разрушить нашу страну. Сохранить свою страну, не попадаться на крючок разным шарлатанам, защититься от зла притонов и игровых залов и сохранить своих детей от этого зла – наша обязанность. Ведь дети нам аманат от Всевышнего. Воспитать своего ребенка Айшу и выдать замуж за достойного человека, чтобы она жила в достойной, хорошей стране, безопасной стране, какой и была наша страна, пока сионисты, масоны и их приспешники не начали ее разрушать. Твоя и наша прямая обязанность. Уже появляется угроза внешней агрессии, и разве страны НАТО будут волновать наша судьба и судьба наших детей? Ведь им нужна наша земля без нас, наши ресурсы без нас. Это реальная доктрина золотого миллиарда, и это не секрет, уже давно обсуждается эта доктрина. А тебя интересует, как попасть шахидом в рай, и даже уверен в этом, что так и будет. Но я видел много людей, которые в этом не уверены. В том числе и твои близкие друзья, которые переживают за тебя. Тимур, твой тренер, от обида не мог говорить, когда ко мне пришел. Я прошу их делать за тебя дуа. И мы всей семьей после каждой молитвы просим Аллаха о милости для тебя и всех нас. И после таджуда просим за тебя, чтобы открылись у тебя глаза от зомбированности. Ведь открылись же у многих ребят, которые ушли с тобой, уже вернулись, и никакого зульма к ним нет. И пусть Аллах вернет тебя на путь истины. А истина – это то, что мы ищем. Мы должны искать не смерть, умереть мы все умрем. Аллах же создал нас для того, чтобы мы Ему поклонялись, а не для того, чтобы умирали. Смерть – это всего лишь конец земной жизни, и чем дальше мы живем и поклоняемся Аллаху, тем лучше. Не надо самому искать смерти. Жизнь и так коротка, как ты говоришь. Проживи сам и дай жить другим, сколько предначертал Аллах каждому. И что бы ни случилось, Ибрагим, я не откажусь от тебя, потому что какие бы разногласия у нас с тобой не были, я люблю и уважаю тебя. И твой выбор. И не говори мне больше, что я хожу в полицию, ФСБ и так далее. Я хожу туда, когда меня вызывают. И с каким сердцем я хожу туда, я знаю сам. Не буди лихо, пока оно тихо. Что посеешь, что пожнешь. Посеешь смуту, в рай не войдешь. Это народные поговорки. Отойди от религиозных мракобесов, и я объясняю тебе, что такое религиозное мракобесие. Аллах Та'ала послал на землю 124 тысячи пророков в мире, чтобы научить людей жить в исламе, но через некоторое время появлялись люди, которые извращали религию Аллаха, используя свои знания для дуня и власти. Жрецы многобожников, шаманы, приносящие человеческие жертвы, инквизиторы, уничтожившие пол Европы, обвиняя людей в колдовстве. Разные папы римские объявляли крестовые походы, продолжающиеся и по сей день. Все они распоряжаются чужим жизнью. Жизнью распоряжается, имеет только право, кто ее нам дал. Аллах Та'ала. Такие же люди нашлись и в исламе, продолжающие эту линию. История называла это религиозным мракобесием. Руководитель ассасинов старец Гор Хасан научился зомбировать людей и посылал их убивать людей, которых он приговорил, и убивать себя по его прихоти. Когда к нему пришли иностранные послы просить мира, он взглянул на одного ассасина, он бросился в пропасть. Взглянул на другого, он шагнул в бездну. И так он загубил несколько человек, чтобы удивить иностранных послов. Он убивал руководителей мусульман и до того ослабил халифат, что монголы спокойно взяли Багдад и уничтожили его самого. Самый лучший из людей – это справедливый правитель. Самый худший – это тот, с кем люди не хотят связываться, опасаясь его зла. Это достоверный хадис, и вы попадаете под вторую категорию. Это бесконечная череда убийств. Имаму,
алиму, флешки, угрозы, шантаж. Даже я слышу, вас некоторых увлекает туда обманом, угрозами семьи, шантажом. Поэтому единственный выход. Выйти из этого места и уехать подальше. Вы говорите, что готовы умереть и вернуться с победой. Это говорили мне сдавшиеся ребята. Я скажу, что вы уже победили. Страх перед смертью, трудностями, перед силой. Отказались от мирского, любимых семей, родителей, полагая, что поступаете правильно. Один из родителей сказал мне, наши дети виноваты только в том, что они любят Аллаха больше, чем нас. Но не обязательно же должно быть или-или. Можно любить и Аллаха, и своих близких. Есть такая возможность. Эти жертвы 500 человек за год для нашей небольшой республики слишком много. И эти погибшие не самые худшие люди с обеих сторон. И у них могла бы быть зара любимцев Аллаха. Есть. Аллах же вкладывает зара копчик мужчины. Любая война когда-нибудь кончается. Пора сделать шаг навстречу миру. Мы, родители, встречались с советником президента Дагестана. Они готовы делать шаги навстречу. Отнеслись к нам с полным уважением и пониманием. Есть письмо из администрации президента, где сказано об озабоченности президента и его желании вернуть республику в мирное, созидательное русло. Нельзя отвергать протянутую руку. Ведь те, кто призывает людей на джихад, сами уехали, живут неприпеваючи. Все ваши заблуждения от недостатка знаний. Ибрагим, тебе лучше было бы поехать куда-нибудь за границу и узнать до конца, прав ты или не прав. Хотя я сомневаюсь, что твои товарищи тебя отпустят. Почему вам надо умирать неизвестно за что, когда те, кто призвал вас на джихад, и их дети учатся за границей? Почему тебе нельзя учиться? Что ты уже все знаешь? Ведь ты правнук большого алима. Если ты забыл этикет почитания родителей и меня не слушаешь, то хотя бы сделай истихару, сделай двухракатный намаз и попроси Аллаху Та'ала, чтобы он наставил на истинный путь. Ведь есть в хадисе рай под ногами матерей. Довольство Аллаха, удовольствие Отца. Ибрагим, пока мы недовольны тобой, покоя на сердце у тебя не будет и нет. Мы не хотим рая за счет твоей шаидской крови. Аллах тебе не даст покоя и не даст никогда. И еще, Ибрагим, мы много лет слышим, что во всех наших бедах виновата Россия, милиция, кафиры, кто угодно, только не мы, невежественные, грубые, навязывающие свой образ жизни. Я часто езжу в Россию, и все люди, с которыми я веду дела, порядочные, гостеприимные, верные слову люди. Представляют место для молитвы, доброжелательные, и у меня нет повода считать их врагами. Мы сограждане, чьи предки погибали вместе, защищая свою общую родину. А теперь посмотри, что делает Лига арабских стран во главе с королевством Саудовской Аравии. Призывает к убийству мусульман и сами участвуют в этом. В Ливии за то, что Каддафи суннит и бедуин. В Сирии за то, что алавит. Ираке за то, что шиит. Ираке за то, что там что-то есть. И так 73 течения в исламе должны уничтожать друг друга на радость врагам ислама. И в нашей ядерной веке это же самоубийство. Разве ты сам мало ездил в России и мало видел? И еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил Умару и Али, разъявляя, убивать одного очень известного лицемера, сказал, может он начнет молиться. И сказал, мне неведомо заглядывают их сердца. Мне невелено заглядывают их сердца. А теперь я спрашиваю, тебе дано право заглядывать в сердца мусульман? Брат на брата оружие не поднимает. Это ваши слова. А Всевышний Аллах в суре Худжурат 9 аят. Если две группы верующих будут воевать друг с другом, примири их. Кто дал вам право вычеркивать одних мусульман из рядов ислама, в то время как Аллах Та'ала говорит, примири их? Вы говорите, что они вероотступники и никогда не были мусульманами. Астагфируллах. Получается, что мусульманин до 20 лет жил по исламу, а потом пошел в полицию, он не был мусульманином.